Обычно Аравийский полуостров представляют краем раскаленных гор, каменистых равнин и бескрайних пустынь. Но на самом юге Омана есть регион, где лето выглядит совершенно иначе. Каждый год его южную прибрежную часть накрывают низкие облака, туман и мелкая морось. Горы исчезают в облаках, а сухие склоны покрываются зеленью. Это Дафар. И пока большая часть полуострова спасается от летней жары, сюда едут навстречу дождю. Поэтому я решил отправиться в Дафар именно летом, чтобы своими глазами увидеть, как Хариф меняет этот край. Для большинства людей Хариф остается совершенно незнакомым словом. В арабском языке оно означает «осень», но в Дафаре эта осень приходит в самый разгар лета. Так здесь называют сезон юго-западного муссона, который приходит с Аравийского моря, и граница Омана его не останавливает. Дальше на запад Хариф достигает гор Хауфа, на востоке Йемена. Когда-то леса Хауфа и Дафара составляли единый пояс. Сегодня его уцелевшие участки лежат по обе стороны границы. Но увидеть йеменскую часть, конечно же, крайне сложно. Поэтому для большинства путешественников путь к Харифу ведет именно сюда, на юг Омана. И это на самом деле особенное место и особенный город. Потому что в отличие от всех стран, кроме Йемена, Аравийского полуострова, в конце июня здесь начинается такой холодный сезон, который называется Хариф. И интересно то, что горы, которые находятся рядом с берегом, отталкивают или сдерживают в себе этот муссон с Индийского океана. И тут получается вот такая вот потрясающая туманная погода. И очень много местных жителей соседних стран и, соответственно, с Омана приезжают сюда для того, чтобы отдохнуть от изнуряющей жары. Поэтому это место привлекает всех как раз с конца июня по конец сентября. И главная достопримечательность здесь это, конечно же, природа. Это горы, это вади, которые наполняются водой, водопады. Ну и, естественно, множество всяческих изделий, которые здесь производят и выращивают много фруктов, овощей, потому что тут классно растет все, и тут много ферм. Поэтому давайте смотреть, что здесь есть. Если смотреть на Салалу как на самостоятельный туристический город, достопримечательностей здесь не так много. Одного дня вполне достаточно, чтобы увидеть здесь все основное. Путешественники приезжают не столько в саму Салалу, сколько через нее. Зеленые горы, водопады, древние порты и пустыня находятся в нескольких десятках, а иногда и сотнях километров от города. И все же город занимает особое место в современной истории страны. Именно здесь в 1940 году родился султан Кабус, правитель и реформатор, при котором Оман прошел путь от изолированной и слаборазвитой страны до современного государства. Поэтому его имя в Салале встречается повсюду, а одной из главных городских достопримечательностей стала мечеть султана Кабуса. Это крупнейшая мечеть Салалы, современное белоснежное здание с двумя минаретами
и большим золотым куполом. Внутри зеленый ковер, арабская каллиграфия и массивная хрустальная люстра. По своим масштабам она уступает знаменитой мечети в Маскате, но остается одним из немногих мест в городе, которые действительно стоит увидеть. Я поднялся где-то на 990 метров, почти километр над уровнем моря. И уже тут нет никакого муссона. Видны вон тучки и туман вот там вдалеке. А тут достаточно высокая температура, жарко. И жизни никакой нет. Но интересно, что когда едешь к границе с Йеменом, появляются КПП с солдатами, и они проверяют документы, спрашивают, что вы тут делаете. Вот, я еще забыл свой паспорт, пришлось показывать фотографию, и немножко задержался я, получается, на этом КПП. Но меня пропустили, и все окей. И солдат пошутил, в конце сказал «Welcome to Yemen». Но я сказал, я как бы не собираюсь в Йемен пока что ехать, но у меня и визы нет туда. Вот до Йемена всего лишь 33 километра, и здесь уже много военных баз и полицейских чекпоинтов. Но в принципе все просто спрашивают, куда ты едешь, и довольно дружелюбные. Вот видно, кстати, спуск, и сразу начинается вот этот туман и эти облака. И мы сейчас туда едем как раз. Дорога постепенно уходит вниз, и уже через несколько минут я снова оказываюсь внутри плотных облаков. Во время харифа видимость здесь порой сокращается до нескольких метров, а когда впереди крутые спуски и серпантины, ехать приходится очень медленно. Иногда следующий поворот появляется только тогда, когда ты уже почти в него въехал. Мой путь лежит в Далкут, примерно в 150 километрах от Салалы, почти у самой границы с Йеменом. Дорога долгая и местами непростая, но еду я туда ради дерева, которое меньше всего ожидаешь увидеть в Омане. Обычно оно ассоциируется с Африкой, но растет и здесь, причем это настоящее гигантское дерево. Для многих это может быть довольно удивительным, как вообще здесь появились баобабы. Потому что на Аравийском полуострове, кроме Омана и Йемена, в некоторых районах, в очень маленьком ареале можно встретить эти деревья. Но на самом деле самая вероятная и популярная версия — это то, что где-то 1500 лет назад торговцы начали привозить семена баобабов с Восточной Африки. И вот эта узкая полоска, которая находится между горами и пустыней, является особенным климатическим регионом, как раз способствует развитию и росту этих деревьев. Этому баобабу примерно 800 лет. И ученые делали радиоуглеродный анализ и определили плюс-минус 30 лет такой возраст. И диаметр этого дерева 13 метров. Но интересно, что это дерево на самом деле состоит из 3 стволов, которые со временем объединились, и поэтому оно получилось вот таким гигантским. И еще один факт, что в радиусе 150 километров нет ни одного такого дерева. То есть это вообще удивительно, что вы просто едете по дороге и вдруг встречаете вот такое огромное дерево, да еще и баобаб, скорее всего, из Африки. Но также есть и версия, что это эндемическое растение здесь, просто когда-то здесь климат был совершенно другим, не только в этой узкой полоске, но и другие регионы, и здесь было много баобабов. Но это менее вероятная и менее научная версия. Рядом Йемен, туда Сомали, Джибути, и здесь также можно обратить внимание, насколько все зелено.
очень много деревьев, все склоны в деревьях, в траве. Тут очень много растет всяких фруктов, тут много ферм, много коров, а наверху много верблюдов. И вот такое необычное сочетание. Буквально несколько километров подняться наверх, переехать эти горы, и все, абсолютно другой климат. Абсолютная пустыня, нет никакой жизни, кроме искусственной, которую создал человек. Вот такой необычный Оман. И также Йемен в том числе имеет несколько таких деревьев и прибрежную вот эту зону зеленейшую. Фазаях-Бич — это один из самых красивых пляжей в Омане. И его называют такими вот небольшими оманскими Мальдивами. И вода тут действительно красивая, бирюзового цвета. Тут нет вообще людей, буквально там одна, может, две машины проедет. И это не так далеко от Салалы. И волны тут достаточно сильные, но я бы сказал, что тут никого нет, никто ничего не контролирует, дикая природа, поэтому можно купаться на свой страх и риск. И повезло, что несмотря на то, что вот такой сезон хариф и постоянно туман и облачно, тут немножко выглядывает солнце и можно купаться и загорать. Мирбад — это такой небольшой портовый городок, который находится примерно в 60-70 километрах от Салалы. Раньше он был известен тем, что отсюда вывозили ладан на кораблях и также тут разводили лошадей. Но сейчас от этого осталась только история и буквально несколько мест, которые можно увидеть. Например, одна из них — это вот такая крепость, а также старый район, который напоминает мне, скажем так, город после бомбежки. То есть вот тут очень много таких разрушенных зданий, но с другой стороны тут сохраняется вот такой свой старый оманский колорит. И даже есть здания, которые мне немножко напоминают йеменскую архитектуру, но их буквально несколько. Видите, вот таких вот зданий здесь разрушенных реально много, и я, конечно, не совсем понимаю, почему это нельзя все восстанавливать или вообще снести, или реставрировать, вот как это, например. Мирбад легко принять за заброшенный город. На самом деле опустел лишь его старый торговый квартал у моря. В XIX веке Мирбад был важным портом Дафара, через который вывозили ладан и арабских лошадей. Даже название города связывают с местом, где привязывали лошадей. Внизу купеческих домов располагались склады, наверху жили семьи, а резные двери и деревянные окна до сих пор напоминают о прежнем богатстве города. Затем торговля постепенно переместилась в Салалу, жители начали уезжать, а традиционные дома менять на современное бетонное жилье. Оставшись без людей и ремонта, старый квартал начал разрушаться. Эти руины стали результатом долгого упадка порта, а не внезапной катастрофы. Хотя одно крупное сражение здесь действительно произошло. В 1972 году более 250 повстанцев атаковали Мирбад. Дафарское восстание началось как региональная борьба против власти султана, близкая к сепаратизму, но затем превратилось в марксистское движение, поддерживаемое коммунистическим Южным Йеменом. Город защищали оманские военные и небольшая группа британских спецназовцев, сумевшая удержаться до прибытия авиации и подкрепления. Именно из-за этой битвы руины иногда ошибочно связывают с войной, хотя старый Мирбад опустел совсем по другим причинам. Это у нас Вади Дарбад.
Я наверху нахожусь горы, получается, здесь практически ничего не видно, но Вади находится вон там. И когда начинается вот этот сезон, тут все расцветает, все зеленое, и открываются потрясающие виды на реки, но сейчас этих видов сильно не видно, но реки реально появляются озера большие, и можно классно здесь проводить время. Вот, а еще, получается, я тут подвозил одного друга, в общем, он вот сзади меня, он мне показывает тут местность и рассказывает, и мы общаемся только с помощью переводчика, потому что я не знаю его язык, а он не знает как бы ни английский, никакой язык. Но в любом случае это весело и бесплатная экскурсия. Вот так. Само слово «вади» часто воспринимают как название реки, хотя точнее это долина или русло, которое большую часть года может оставаться сухим. В Омане нет привычной сети постоянных рек. В большинстве вади поток появляется после дождя и исчезает через несколько часов или дней. На этом фоне Дарбат выглядит почти исключением. Во время харифа вода наполняет цепочку небольших озер, проходит через долину и переливается через естественную преграду из известнякового туфа, образуя сезонный водопад. Некоторые водоемы здесь сохраняются круглый год, но самое интересное происходит там, где вода перестает быть видна. Муссонные осадки просачиваются через известняковые породы Дафара и пополняют подземные воды и источники. Поэтому Вади здесь нельзя назвать обычной рекой. Это скорее путь воды, который то появляется на поверхности, то продолжается под землей. На этом мой маршрут по югу Омана подходит к концу. Если вам интересны места, которые на карте выглядят совсем не так, как в реальности, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, какой Дафар выбрали бы вы – туманный летний или солнечный зимний.